Всем привет! Меня зовут Артем Ворожцов. Это первый выпуск канала «Математические эксперименты». Я вам расскажу про программу «Математика», некоторый такой обзорный материал, что можно сделать. Моя задача заинтересовать вас, показать, что она умеет. Во-первых, в этой программе можно складывать числа, умножать и вычислять какие-то более сложные выражения. Использовать как калькулятор. Интересно, что 23 разделить на 37 вольфрам математика является число 23/37. Это число с абсолютной точностью. Если вы хотите получить численное значение выражения, то надо использовать функцию n. Да, функции в вольфрам математике вот таким образом вызываются через квадратные скобки. Почему, спросите вы, не круглые? Ответ сложный на самом деле. Понятно, что круглые скобки используются для того, чтобы в выражениях группировать какие-то части. И вольфрам математика довольно специфичный язык, и если бы тут использовались круглые скобки, то была бы некоторая неоднозначность интерпретации. Да, значит, второй аргумент у функции n, необязательный, указывает, сколько вы хотите знаков. Мне кажется, это как раз десятичных знаков, наверное, 100 десятичных знаков. И она выдает, значит, число с точностью до 100 десятичных знаков. Конечно, она умеет сокращать дроби. Вообще, эта концепция ноутбука, такого интерактивного, появилась именно в вольфрам математике давным-давно. Хотя вы, возможно, знаете эту концепцию по Jupyter ноутбуку, где тоже есть такое разбиение на блоки in-out. 3 в квадрате. Это 9. Есть возможность красиво ввести степень. Для этого надо нажать 3 Ctrl крышечка 2. И появляется такая запись. Можно вычислять довольно-таки большие башни. Вот, посмотрите, как много знаков. Это целое число. И вот столько знаков математика вычислила. Достаточно быстро. Когда мы складываем число с конечной точностью с числом с бесконечной, мы получаем число с конечной точностью. В вольфрам математике есть число π. Это число с абсолютной точностью. Если вы хотите узнать 100 знаков, то надо выполнить известную нам уже функцию n большое. Вот так устроены числа. В принципе, я еще не рассказал про то, что есть комплексные числа, которые совершенно естественным образом появляются в разных местах. Например, 1 плюс i в квадрате. Это 2i. А i в квадрате это минус 1. Сейчас мы их встретим. Функции. Вот корень из 4. Можно брать синусы. Ответом может быть число с абсолютной точностью, как в данном примере. Дальше. Можно самому определять функции. Это делается таким образом. Пишем имя функции, квадратные скобочки. Дальше в квадратных скобочках надо указать аргументы с их типами. Типы указываются вот здесь вот. Но если вы не хотите специфицировать тип, то просто пишите имя аргумента, подчеркиваем. Это функция с одним аргументом, и она вычисляет x квадрат плюс 1. Например, f 10 равен 101. Можно делать большие описания функций неодностроечных. Вот с помощью такой конструкции модуль. Здесь мы указываем временные переменные локальные, которые могут использоваться для вычисления значения функции. Значение функции это последняя строчка внутри тела второго аргумента модуль. Отдельные части должны разделяться точкой с запятой. f от 2 равняется 5. Интересно. А f от a равняется единица плюс а квадрат. Так, какая-то ошибка.
Я просто не выполнил. Там было старое определение функции f. Ну вот сейчас я выполнил определение функции f новое, и оно перезатерло то определение, которое было раньше. Двигаемся дальше. Можно давать рекуррентные определения функций, точнее рекурсивные. Числа Фибоначчи, которые определяются как 1, 1, а дальше числа равны сумме двух предыдущих. Вот, например, 13 это сумма чисел 5 и 8. 8 это число 5 плюс 3. 5 это 3 плюс 2. Как определить нам эту последовательность в виде функции, чтобы фиба от 10 выдавала десятое число в этой последовательности? Делается таким образом. Есть, значит, функция if, которая в качестве первого аргумента получает условие. В качестве второго аргумента, что надо взять, если это условие верно. И третий аргумент, какой expression надо взять, если это выражение условно неверно. Определим. Вот 10 число Фибоначчи. Дальше. Если мы хотим получить 6 первых чисел Фибоначчи, можно вызвать вот такую конструкцию. Ну что тут надо сказать? Вообще вот эта конкретно конструкция означает функция от одного аргумента. Можно было бы написать вот так вот. X плюс 2. И тогда это функция, которая к числу x, назовем так, к аргументу добавляет 2. Если мы назовем это как g, то g от 3 это 5. Значит, вот здесь вот такая конструкция означает как бы функцию fib. Ну, на самом деле, это я зря написал. Это эквивалентно просто вот такому выражению. Эти два знака означают оператор, который функцию, которая находится слева, применяет к каждому элементу списка. Список находится справа. Шлепс. Получили. 7, 8, 9. Вот 9 чисел Фибоначчи. Кстати, ну, перечислять так натуральные числа скучно. Можно же сразу использовать функцию range. Например, range 20. Пишу range 20. И мы получим 20 чисел Фибоначчи. Кстати, может быть, вы заметили, выполнение было не мгновенным, потому что он уже тратит некоторое время на то, чтобы крайне неэффективным образом вычислить эти 20 чисел Фибоначчи. Если мы тут напишем число 25, мы, наверное, даже почувствуем это явно. Да, нам можно написать timing и узнать, что это выражение выполняется 1 секунду 22 тысячных. Да, вот, кстати говоря, что такое две палочки? Еще одна магия. Вообще говоря, ну, 3g эквивалентно g от 3. Это просто два эквивалентных выражения. То есть две палочки наклонные. Это оператор, который правую часть рассматривает как функцию, а левую часть как то, что надо подставить в качестве аргумента в эту функцию. Идем дальше. Внутрь функции в аргумент можно подставить не число, а буковку какую-то. Тогда он просто явно покажет, что он собирается вычислить, когда вместо m будет стоять число. Скажем так. Так, тут я что-то уже очень сложное сделал. Давайте сначала более простое. Вот это вот. Смотрите, другая интересная штука — это определение вот такой вот башни из 5 этажей. Тут мы видим ровно 5 иксов. Как определить такую башню? Вот. Если n равен 0, тогда мы возвращаем 1. А если он больше, чем 0, тогда мы возвращаем единица плюс x разделить на башня на один этаж меньше. Такое
рекурсивное определение функции fib(x). Здесь вот ниже, в int10, можно еще посмотреть, как отработает функция fullSimplify. Она попытается эту башню как-то упростить. А именно, она попробует сделать выражение, в котором при синтаксическом разборе этого выражения получается минимальное количество листьев, узлов вообще. Деталей я не знаю, но вот что-то такое пытается она сделать. Дальше. Вот еще одно определение сложного выражения многоэтажного, которое по сути является цепной дробью, где вот эти числа растут линейно по закону 2n плюс а вот эти числа, которые стоят в числителе, растут по закону n квадрат плюс b. Просто такой вот пример, который нам пригодится дальше. Функция PCF – это функция от 3 аргументов, где первый аргумент – это пара чисел а и b, второй аргумент непонятно что, точнее непонятно, мной предполагается, что это будут целые числа. И n0 означает, с какого n начать, вот в этих вот выражениях, а 6 каким закончить. Если мы вызовем сейчас функцию PCF, где и в качестве первого аргумента подставим число 12, то он скажет, не знаю, что это такое, как раскрывать, потому что я знаю определение только такое, где в качестве первого аргумента выступает пара чисел а и b. Дальше, графики. Пока data visualization. Вот нарисуем параболу. Наша любимая парабола. Кстати, полезно графики все рисовать с гридлайнами, вот такими вот решеточками. Для того, чтобы он навсегда запомнил, что функцию plot надо вызывать с гридлайнами, можно выполнить вот эту вот операцию setOptions. Если вы ее не выполните, тогда нужно опцию gridlines automatic писать каждый раз. Но мы, задали для всех вызовов функции plot эту опцию. Вот еще один график полинома с 4 корнями. Можно на одном графике рисовать сразу же 2 функции. Для этого надо их фигурными скобочками объединить в пару. Сначала определить эти функции и нарисовать. Итак, первый аргумент функции plot это expression, состоящий из списка или просто из функции. Второй аргумент такой, это 3 элемента, x название переменной, которые надо подставлять в expression. Начиная с какого элемента значение изменяется x и до какого. Так, мы нарисовали график от -3 до единицы. Только тут все поломалось, потому что я выше определил функцию g. Для того, чтобы очистить те определения, которые были выше, используется функция clear. Вот, нарисовали 2 функции. Какие-то сложные, тут экспоненты, не так важно. Давайте нарисуем функцию синус ax разделить на x. Только здесь мы окружим эту функцию manipulate. Поместим вообще все это выражение внутрь функции manipulate. Последний аргумент функции manipulate, второй, это задание параметра, его начального значения 1 и диапазона, в котором он изменяется. Пробуем менять. Получаем такую вот красивую картиночку. Прямо по ходу дела все меняется. Дальше. Можем здесь сделать сразу же 3 функции. Синус ax разделить на x, синус ax и единица на x. Нарисуем 2 компонента синус ax и единица на x, произведением которых является первое. Посмотрим, что получится. Меняем и вот. Нарисовано тут
единица на x. Вот как все это выглядит. Дальше. А вот наша функция PCF знакомая. Я ее нарисовал. Да, я для всех функций plot, самых разнообразных plot функций, хочу выставить gridlines automatic. Выставил. И вот рисую, например, еще region plot. Ну, какой-то сложно. Тут в качестве аргумента у region плота идут не экспрессионы, а неравенства, в которых участвуют x, y, те переменные, которые вы указали в качестве последних аргументов функции region plot. Значит, вот эта вот ось x изменяется от 0 до 6, это ось y от 0 до 5. И вот можно получать такие картинки. Здесь в фигурных скобочках два элемента. Первый элемент простой, x плюс y меньше 5, и он задает голубую область. А второй аргумент составной. Он говорит, что надо взять x плюс y минус 5 меньше, чем синус π x минус y, и при этом x плюс y больше 5. Вот. Тут можно менять количество точек, которые вы хотите видеть. Ну, степень как бы грубости графика регулирует эта опция. Если вы укажете маленькое число, то результат рисуется быстро, но не очень точно. Вот мы видим тут такие угловатые элементы. А если мы напишем здесь большое число, то линии будут более гладкие и точные. Дальше. Density plot. Вы задаете некоторые выражения, expression в качестве первого аргумента. И в зависимости от значения этого аргумента, которое должно зависеть от двух элементов, которые указаны здесь, тут вот А и Б, рисуется плоскость АБ, где цвет зависит от значения выражения. Я решил, что меня интересует вот этот самый expression, который я вверху нарисовал по непонятной причине. Теперь понятно, по какой причине я это сделал. Вот сложный такой многоэтажный expression, в котором встречаются переменные А и Б. Вот он здесь фигурирует. Я вычел из него π пополам, взял модуль этого числа и еще выполнил функцию soft. Она просто берет логарифм от значения, если y аргумент положительный. Запускаем. Ну, ладно, запускать не буду, она уже вычислилась. Вот, получается какой-то такой density plot. Чтобы не было вот этих вот зазубрин, надо увеличивать количество plot points. Дальше. Можно рисовать 3D графики. По аналогии с ReganPlot есть ReganPlot 3D. Здесь уже надо указывать в качестве последних аргументов 3 переменных с диапазонами. Каждое задание это тройка. Первый элемент тройку это имя. Дальше начальное значение, конечное значение. Тут мы как бы в результате имеем куб со сторонами 30. От минус 15 до 15. Вот. И тут какое-то выражение нарисовано. Больше нуля. Да, эта фигура называется ласточкин хвост. Она связана с дискриминантом полинома четвертой степени. Так, идем дальше. В математике можно решать уравнения. Давайте это сделаем. Тут система из двух уравнений. Надо писать не одно равно, а два. Потому что просто равно означает присвоить тому, что слева, то, что справа. А 2 равно означает равенство, тождество. Верно ли, что левая часть равна правой.
можно решать квадратные уравнения. При этом при решении квадратных уравнений могут возникнуть комплексные числа. Вот они возникли. Вот интересно, что будет, если мы попросим вычислить уравнение синус х равно 2. Как ни странно, он говорит, что ответ не пуст, их целых 2 штуки. И он пишет такую штуку арксинус 2. Сюрприз, арксинус 2 существует, он равен арксинусу 2. Чтобы узнать подробнее, чему же именно равен арксинус 2, можно вызвать функцию complex expand и получить выражение через логарифмы, экспоненты и другие более простые аналитические функции, нежели тригонометрические. Более простые с точки зрения математики. Вот. Можно решать уравнения в большей степени. И вот он находит какие-то корни с абсолютной точностью. Иногда находит. Это не обязательно, что он справится с тем, чтобы найти абсолютно точно некоторые корни, если не есть. А другие корни он, значит, очень интересным образом описывает. Вот. Он пишет, что это корень номер 2 такого-то полинома. Минус 1 плюс решетка 1 плюс решетка 1 в квадрате. Решетка 1 – это обозначение для аргумента номер 1. Считайте, что это x. Можно решать уравнение от одной неизвестной, от x. И результат он описывает очень просто, что это корни того самого уравнения, которое вы вбили. Но если вы хотите увидеть более точную запись, то можно использовать опцию Quartic True. И тогда все корни будут описаны абсолютно точно. Он умеет абсолютно точно решать уравнение 4 степени, если коэффициенты этого уравнения тоже заданы абсолютно точно. Ну, с помощью какого-то выражения, которое имеет абсолютную или бесконечную точность. Например, π это еще один пример выражения с абсолютной точностью. Кроме натуральных чисел целых и дробных, есть еще вот такие выражения тоже с абсолютной точностью. И тогда ответ функции solve с опцией quartic true тоже будет абсолютно точным. И очень большим, очень страшным. Можно просить решать уравнение численно. Для этого есть функция nsolve. Давайте еще раз вернемся к нашей PCF функции. Напишем, как выглядит выражение трехэтажное. И попросим решить уравнение expression равно π пополам. Вот ответ найден. Да, обратите внимание, здесь вот пример про то, что количество уравнений может быть меньше, чем число переменных. И тогда выдается такое предупреждение. И ответ задается параметрически. b зависит от параметра a. Ряды. Поехали. Ну, можно просуммировать единицы на n квадрат и иметь абсолютно точный ответ. Вот мы здесь получили сумму чего-то. Когда сумма не считается, он ее не считает. Функция h неизвестна, я ее не задал, поэтому он говорит, сумма равняется сумме. Он умеет с абсолютной точностью вычислять суммы вида единицы разделить на полином от n. Например, это 1/4. Эх, все-таки интрига как-то отсутствует. Надо было вот так. Да. Вот так вот. Неизвестно, чему равняется. Shift-Enter и теперь известно. Shift-Enter и теперь известно. Shift-Enter и теперь известно. Ну и конечные ряды тоже можно вычислять.
Дальше. Есть такая функция Euler-Phi. Сколько чисел натуральных меньше, чем n, и которые взаимопросты с n, то есть не имеют общих делителей. Например, с числом 12 взаимопростые числа 1, 3, 5, 7. Почему число 4 не подходит? Потому что 12 делится на 4 и 4 делится на 4. Почему число 6 не подходит? Ну, потому что 12 делится на 6 и 6 делится на 6. Хорошо. Какие-то примеры странные получаются. Да. Ну, Euler-Phi от 7 это числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потому что все они не имеют общих делителей с семеркой. Давайте посмотрим какой-нибудь другой вариант. Например, 15. 8. Что же это за числа такие? 1, 2. 3 не подходит, потому что 15 делится на 3. 4 подходит. 5 не подходит. 6 тоже не подходит, потому что 6 делится на 3 и 15 делится на 3. 7. 8. 9 не подходит, потому что делится на 3. 10 не подходит. 11 подходит. 13 подходит. И еще 14. 8. Вот 8 чисел, которые взаимопросты с 15. Функцию Эйлера можно вызвать для первых 10 чисел. Вот получатся такие числа. Смотрите, я функцию Эйлера здесь поставил прямо range, то есть числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И он от каждого вычислил. Не для всех функций это возможно. Ну, для синуса, например, это возможно. Да. А если я сам определю какую-то функцию f, вот, то он не поймет, что это надо раскрывать как-то. Вот. Но, насколько я понимаю, можно вызвать функцию thread, тогда он это проделает. Ладно, но для функции Euler-Phi этот трейдинг осуществляется автоматически. Такая вот приятная фишка. Автоматический трейдинг, он не нужен, его не стоит делать для функций, которые в качестве первого аргумента могут получать список. Это понятно, да? Хорошо. Итак, вот мы вычислили первое значение функции Euler. Теперь мы хотим просуммировать эти числа. Точнее, получить сумму первых двух, первых трех, первых четырех и так далее. Для этого есть функция accumulate. Accumulate A, B, C, D получается A плюс B, A плюс B плюс C. Вот. А вот accumulate Euler-Phi range 10. Например, четверка является суммой первых трех элементов. Хорошо. Давайте нарисуем результат аккумуляции. Для того, чтобы рисовать списки, сейчас я еще раз покажу, что это за список. Accumulate. Это большой список из 100 элементов. Чтобы нарисовать этот список, надо вызвать функцию listplot. Для удобства можно сказать, это список мы поместим в переменную L1, а тут попросим, нарисуй мне, пожалуйста, L1. Вот, он нарисовал график. Значит, опытным глазом математика видна парабола. Вы видите параболу? Так, давайте это проверим. Для этого я хочу познакомить еще с одним оператором две собаки. Плюс две собаки ABCD дает сумму ABCD. Значит, плюс от Euler range 1000 вычислит сумму первых 1000 значений функции Euler. Разделим на 1000 в квадрате. Вот получим такое число. Я тут стер значение выражений, чтобы была хоть какая-то интрига. Выполняем. Численное значение этой дроби равняется 0,304.
А если мы возьмем 10 тысяч, то получается 0,303,975. Сюрприз. Оказывается, это 3 разделить на π в квадрате. Дальше. Смотрите. Давайте. Итак, accumulate Euler range растет примерно как 3 разделить на π квадрат умножить на n квадрат. Вот такой вывод можно сделать из этих вычислений. Примерно. Так давайте вычтем из accumulate Euler phi вот эту квадратичную, значит, параболу. Как вычитать из одного списка другой? А вот так. Когда мы вычитаем список А из списка Б, то получаем новый список. Но только если число элементов одинаково. Если число элементов разное, то произойдет какая-то. Итак, я из accumulate Euler phi вычитаю параболу с коэффициентом 3 разделить на π квадрат. Мы этот коэффициент вычислили, ну, вот здесь вот. Выяснив, что сумма первых 10 тысяч чисел Эйлера разделить на 10 тысяч в квадрате равно это, а это по секрету я вам сказал, есть 3 на π квадрат. Вычитаем и рисуем. Смотрите-ка. Вместо вот этого графика, который в точке 100 доходил до 3000, мы получили новый график, который в точке 100 доходит до числа какого-то 50, нет, меньше. Интересно. А давайте из него вычтем еще и range. Вы уже можете подглядывать в будущее. Ну, вот тут перебор случился. Слишком много вышли. Давайте вычтем 0,5. Так. Перелет, но уже не такой сильный. 0,4. 0,3. Так, уже очень близко. А если 0,2 сделать? Уже перекос в другую сторону. Уже недолет. То есть из accumulate Euler phi надо вычитать 3π разделить на квадрат на range n в квадрате. Ах, про это забыл рассказать. Range n в квадрате, что же это такое-то? Ну, во-первых, range 10 это первые числа, а если мы возводим в квадрат, то возводится в квадрат каждый из чисел, потому что возведение в степень это тоже функция, которая автоматически трейдится на списке. Так вот, range n в квадрате это просто первый n квадратов натуральных чисел. А это просто первый n натуральные числа. Да, я тут использую магию. Оказывается, список range n, ну ладно, 10, можно умножать на число, например, на a или на 0,1. Вот именно эта фишка используется здесь и здесь. Ладно, не буду вас мучить. Вот можно увидеть, что вычитать надо, опять же, 3 разделить на π квадрат. И тогда будет ровненько-ровненько. Такой треугольник ровненький. Числа расположены хаотично. Если попросить нарисовать график, именно соединив эти точки линиями, будет не очень. Ну, давайте посмотрим. True. О. Непонятно, короче, что, как это интерпретировать. Так яснее природа этой функции. Видно, что она более-менее хаотично меняется от вот в конце от минус 200 до плюс 200. Ну, точнее, все время диапазон растет. Так давайте, чтобы он не рос, разделим на n. Как вот это вот разделить на n? Надо n элемент этого списка разделить на n. Ну, опять магия. Оказывается, можно взять единица на range. Единица на range 10. Получается вот такая штука. Соответственно, мы можем взять range 10 и умножить на range единица на range 10. Вот этот список.
И давайте его нарисуем. Вот как он выглядит. Очень-очень интересное наблюдение про функцию Эйлера. Не меняется ситуация с увеличением числа n. Какая-то такая полоска, которая, видимо, длится до бесконечности. Это наше предположение. Мы сейчас занимаемся экспериментальной математикой. Кстати, какова гистограмма этих вот чисел? Как много чисел в окрестности нуля, как много чисел в окрестности 0,2. Вот, функция хистограмм как раз дает ответ на этот вопрос. Сейчас такая гистограмма. Ну, как-нибудь потом мы еще поговорим про интересные экспериментальные факты про функцию Эйлера и accumulate от функции Эйлера. Идем дальше. Галопом по Европе. Надо двигаться быстро. Вот так можно получить список квадратов, кроме описанного выше способа range 10 в квадрате. Можно использовать такой синтаксис. Он более универсальный, потому что вот здесь вот вместо n квадрат можно написать все, что угодно, в том числе функцию, которая автоматически не трейдится. Дальше. Вот двумерная таблица. Двумерная таблица – это список списков. Для этого надо указывать два диапазона для двух переменных. Дальше. Эту таблицу можно поместить внутрь функции grid. Если вы в качестве опции укажете all, получается такая вот табличка. А если вы не укажете, то у вас будет без границ. Можно еще вот так поступить. Так, тут у меня что-то зависло. Abort evaluation. Надо написать n равняется 13. Шлепс. Вот. Тут я использовал не a умножить на b, а a умножить на b по модулю n. То есть, как бы, вычесть n, если a умножить на b больше, чем n. Вычесть столько раз, чтобы в результате получилось число меньше, чем n. Вот эту вот табличку чисел можно представить в виде графика array plot. Ну, как график. Это что-то похожее на density plot, только это array plot. Он в качестве аргумента получает двумерный массив. И вот здесь вот мы как бы ту же самую табличку 13 на 13, точнее 12 на 12, от 1 до n-1, нарисовали в виде цветов. Вот здесь числа меняются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А здесь цвета меняются от светлого до черного. И мы опять это все поместили внутрь manipulate, чтобы посмотреть, как этот array plot будет меняться с увеличением n. Увеличиваем. Так, давайте повыше сделаем. Вот такая красота. В серединке меняется. То возникают пересекающиеся линии в центре, то пропадают. Тут можно раскрыть вот этот вот контрол для манипулирования и запустить мультик. Нажать на play, тогда он начнет играть. Можно нажать на паузу, уменьшить скорость. Это, наверное, не видно, но вот я уменьшаю скорость и дальше снова запускаю. Тогда он уже медленнее идет. Можно еще медленнее. Вот он медленно идет. С самого начала запуск. Вот эту простую красоту каждый может запрограммировать. Очень простая штука. Стоп. Двигаемся дальше. Еще в математике много всяких предзаданных готовых функций. Например, многочлены. Есть функция z, вот, которая, кстати говоря,
точки двойки. Точки 2 равняется сумме обратных квадратов, которую мы вычислили. Знает разнообразные полиномы. И, кстати, у этих полиномов можно находить корни. Например, давайте найдем все корни полинома Бернулли 60 степени. Мы получаем 60 чисел. Некоторые из них целые, и даже можно предположить, что это действительно 3/4, а это минус 1/4. А другие корни комплексные. Как бы их нарисовать на плоскости? Ну, давайте определим функцию cPoint, которая получает один аргумент z. Ну, предполагается, что z комплексное число. И она возвращает пару точек. Реальная часть комплексного числа и мнимая. Определили. Дальше мы вот с помощью такой манипуляции. Так, надо пояснить. Без транспоз мы получаем список из двух списков. Потому что, ну, в качестве z поставили не одно комплексное число, а список. Автоматически произошел трейдинг. Real от списка получается список реальных частей. И вот что мы получили. Но для того, чтобы из этой матрицы получить транспонированную матрицу, надо вызвать функцию transpose. И тогда у нас будет не список из двух списков, а список пар. Список пар – это то, что можно отправить на вход функции listplot. Опа! Вот как выглядят корни многочленной Бернулли. Аспект ratio 1 для большей красоты. Вот так вот. Ну а вот корни многочлена 200 степени. Очень интересно запустить мультик, как эти корни меняются по мере увеличения числа n. Дальше в математике можно заниматься еще моделированием. Вот тут для примера я смоделировал COVID. Такая стандартная модель. В общем, можно писать как бы более сложный код, не одностроечный, не просто там рисовать что-то или выводить таблички, а писать код, алгоритмы, делать структуры данных. Ну, правда, мы до этого не сможем дойти сейчас на обзорном занятии. Итак, тут я построил такую простую модель стандартную. Точнее, не построил, а взял просто и записал. У вируса COVID есть некоторая способность заражать. Это трансрейт. И есть некоторая величина, которая характеризует вероятность того, что человек выздоровеет там, в следующий квант времени. ТС – это доля населения не зараженная, не переболевшая. ТИ – это доля населения, которая болеет в данный момент, infected. А R означает recovered, то есть выздоровели. Доля здоровых, не болевших уменьшается на трансрейт TS умножить на TI. Больные люди TI заражают здоровых без иммунитета. И скорость заражения пропорциональна произведению. Доля инфицированных как раз вот растет. Это как раз то, что переместилось из дельта S. Из ТС. Из ТС, значит, вот это вот убыло, а значит в инфицированных это прибыло. Но из инфицированных убыло сколько-то, которые соответствуют людям, которые выздоровели. Дальше дельта R это доля тех, которые выздоровели. Вот слагаемое здесь переносится сюда со знаком плюс. Ну, не важно. Модель простая, не так важно, что тут за математика скрыта. Ну вот я задал какие-то два параметра этих двух величин. Задал число шагов 10
и запустил процесс эволюции этой системы. Вначале было 99% здоровых и 1% заболевших. А дальше начался процесс заражения и выздоровления. После 10 шагов у нас уже 86% не болевших, 12% болеют в данный момент и почти 1% выздоровел. Под recovered имеется в виду товарищи, которые перестали быть заразными. Вот. И теперь можно опять это поместить внутрь функции manipulate и посмотреть, что может в принципе происходить в этой системе. Вот так вот это мы продолжаем эволюцию вперед на большее количество шагов. Но это не так интересно. И дальше можно менять заразность болезни. Если она очень заразна, то происходит вот такое вот явление. Очень быстро, за 100 квантов времени, практически все переболевают. И синяя линия – это количество неболевших. Их практически не остается. Желтая линия – это те, которые болеют в данный момент. Больше всего больных вот где-то на этом шаге, скажем, 80-м шаге. А зеленые – это те, которые переболели и сейчас здоровые. Уменьшаем. Да, интересно, что в какой-то момент, когда мы сильно уменьшаем заразность болезни, синяя линия выходит на какой-то предел. То есть есть люди, которые не болели и никогда не заболеют. Даже в очень далекой перспективе. И это замечательно. Все. Всем пока. Пишите в комментариях, про что вы хотели бы узнать. Какие темы вам интересны. Сам я больше собираюсь рассказывать про теорию чисел, модульную арифметику, какие-то такие вот вещи. Всем пока!